привет! Меня зовут Настя. Я живу в Монголии со своей семьей второй год и показываю в своих роликах о простой жизни в такой необычной стране. Сейчас мы с моим мужем идем в баню. Сегодня воскресенье, и нас позвали друзья. Кстати, опять же, благодаря Ютубу я познакомилась с девушкой. Теперь мы общаемся с семьей, потому что у нас одинаково по мужу и по двое сыновей. Причем у нас дети одного возраста. Наши дети общаются, мы живем недалеко. И вот сегодня они нас позвали в баню, мы решили сходить. Я там уже была один раз. Муж мой идет конкретно в эту баню в Энканто первый раз. О своих впечатлениях я расскажу потом. Еще что хочу сказать, что местные бани, они похожи на китайские бани. Хочу отметить, что в Улан-Баторе очень много бань, спа. Возле рынка Нарантул есть корейская баня, она такая небольшая. Я, кстати, смотрела по гуглу фотографии, в принципе, прилично. Как-нибудь потом туда сходим. Вот, но мы сейчас идем в Энканто. Еще я знаю, что туристы ездят там на западе, по-моему, называется Сайош баня. Принцип, я так понимаю, что здесь у бань одинаковый. Значит, заходишь в первую часть бани, и это разделяется на мужскую и женскую. А на второй этаж, когда уже поднимаешься, там общая территория. Ты в пижамах, а на первом этаже ты голенький ходишь. Там есть душевые, сауна. И вот в Энканто есть хамам. Вот мы заходим в Энканто. И надо сказать, на какой мы этаж. Сабина? Тафы. Сабина? Да. В эти будни, естественно, дешевле. Так, я возьму вот еще скрабирование. Получается, здесь это просто скрабирование без ничего. Это со скрабом, а это еще с маской на голову. Чтобы не мешать никому. Все, нам дали пижамки, мне номерок. Пошли мы раздеваться. Оставляем здесь сандалии и уходим дальше. И мы 418. Так, все, наш шкафчик. Пока никого нету. Здесь есть расходники, ватные диски для лица, ушные палочки, расчески вон дезинфицируются. Все, я пошла переодеваться. Это первый этаж. Слева, получается, там душевая, сауна, хамам, два бассейна. А, и еще я взяла себе скрабирование сейчас полностью тела. Тоже там в этой части. Я пока не буду снимать, когда уже переоденусь, пижаму включусь. Так, я тут, видно, что я после сауны, скрабирования. Значит, пока здесь никого нет, быстренько запишу. Заходишь, раздеваешься, идешь в душ. Потом я записалась сразу на скрабирование. Я делаю сначала сухой мочалкой, потом скрабом и маску для волос. Записываешься в очередь, все, идешь. Здесь есть сауна, есть хамам, есть два бассейна. В бассейнах я не сижу, потому что там не вижу смысла. Все голые, без купальников, как бы не хочу. Здесь есть все одноразовые пеленочки такие, ты с собой берешь, заходишь в сауну, кладешь их и садишься на них. Шапочки одноразовые, зубные щетки есть, затушные палочки. Все, нам выдали вот такую пижаму, мы в пижамках. Сейчас мы пойдем на второй этаж. Что мне не нравится? Значит, здесь есть такие одни девушки, которые считают себя звездами здесь всей бани. Их, значит, трое. Сидят, пиво пьют, прям в сауне. Я, кстати, удивилась. Орут на всю баню, ха-ха, хи-хи. Ну, короче, считают, что они здесь самые, крутецкие. И ведут себя просто как хабалки. И еще мне не нравится, что здесь ходишь везде босиком. Можно взвешиться. Есть кулер с водой и туалет. Все, выходим. Опять же, идем босиком по ковру. Мне кажется, не очень гигиенично.
Но в прошлый раз я познакомилась с женщиной, такая милая женщина познакомилась, а она, получается, ну, монголка, естественно, да, по-русски говорит, она сама ко мне подошла, мы знаем с ней болтать, она была в тапочках. Я говорю, почему вы в тапочках? Она говорит, вот здесь хожу, говорит, не могу, говорит. Ну, правда, это вообще гигиены, конечно, никакой. Здесь у нас детская комната, ресторан, лифты и там зона массажей. Так, что предлагают в ресторане? Это завтраки. Это мое. Действительно, я буду слышь, поделиться. Да. Я не хочу. В прошлый раз я брала здесь супчик, знаете какой? Сейчас покажу. В прошлый раз я брала вот такой супчик, мне понравился, куриный. Картошка есть. Угу. Не chce? Угу. Сахар даю, сахар гою. Сахар ник. Миги? Угу. Оплата проходит по вот этим вот номеркам, браслетикам. Так, мы уже на второй этаж, это общая территория. Мы здесь все в пижамах. И здесь есть название у каждой сауны. Это значит соляная пещера. Есть температура 62 градуса. Сейчас там много народу, но я так покажу. Вот так внутри. И тут лежаки. О, это холодно, это классно после разогрева сюда зайти. Вау. Прикольно здесь, конечно, остудиться после горячей сауны. Так, идем в следующую. Здесь мне что нравится, везде есть окошечки, можно посмотреть, сколько народу. Это зона, где сидят, отдыхают. 5 градусов нагрелось от нас. Еще есть кислородная комната. Но там что кислорода я не наблюдала. Просто кушетки лежат.
Так, идем, здесь, по-моему, травяная. Я иду. Это же травяная. Травяная, да? Ничего не видно. Да. Это травяная комната. Так, мы нагрелись, идем в холодную опять. О, как хорошо. Даже здесь уже хорошо, да? Мороженое? Ну, после холодной. Погреемся и опять мороженое поднимем. Здесь мы все тоже на втором этаже ходим босиком. Из комнатки отдыха. Лежаки отдыха. Мы вот тут пойдем. Это VIP. А, нет, что можно посмотреть. 4000. Вот твой муж. Вот это очень. Вещи воняют не могут. Ну, потом прям от нас. Ой, блин, я что это помутнела. Зачем забыть на заправку? Он такой, сейчас магазин заедет. Он такие банки покупает. Все, мы уже все наделали, набарились, полежали в этих саунах. Все, идем мыться, потому что очень сильно пахнут вот эти пижамы. Стоит чуть-чуть подпотеть. Пахнет. Знаете, запах такой с курева и пота. Все смешивается. Вот такие они вонючие. Им бы по-хорошему уже их поменять и купить новые. Я уже одета. По-моему, лицо видно, какая распаренная. Мы сейчас ходили в хамам. И помылись, все, и уже одеваемся. Время уже 9 час. Пришли мы в 4. И столько времени мы провели. Это еще мы торопимся. Быстрее. Все, мы выходим. Но сначала надо платить, а потом забрать тапочки. Сейчас дам. А, еще твой. Ты заплатил? Я заплатил мороженое. Вот за мороженое. Че? Ошибка. Где тапочки вставлять? Наконец-то мы вышли. Время уже 9 часов почти, а мы пришли в 4. Кстати, если ты приходишь до 4, то ты еще платишь по дневному тарифу. Если ты пошел после 4, то ты уже платишь по вечернему. Но такие бани ты просто вот ты заплатил разово, и ты находишься там сколько хочешь. Единственное, пока ты там находишься, что ты, если ты там докупаешь по своему браслету, вот сейчас я вышла с бани, оплатила и потом забрала свою обувь. Я уже не первый раз, поэтому я немножко уже спокойно как-то к этому сейчас все спокойно. Первый раз, конечно, я знала, что ты на первом этаже, где вот это женское отделение, ты ходишь раздетая. Было, конечно, честно говоря, некомфортно. Не знаю, одна бы, наверное, я не пошла бы. Мне как бы... просто ты заходишь, на тебя все смотрят. Вот. Но когда ты с компанией, с кем-то, как бы не так. Выдают на ресепшене, когда ты оплачиваешь вход, два полотенца и пижаму. Но как только чуть-чуть это полотенце намокло, то все, оно начинает вонять вот это жутким запахом пота. Сам какой принцип? Зашли, разделись, пошли под душ, потом иду записываюсь на скрабирование в очередь, и все, и хожу там, распариваю сауны и баня. Я хожу, честно говоря,
сажусь на вот эти полотенца, то, что мне выдали, я на них сажусь. Но есть там одноразовые клеенки дают. Там есть такие одноразовые материалы. Клеенки, зубные щетки, что еще там есть? Шапочки, есть одноразовые трусики, есть что еще одноразовое. Ну, наверное, все. Тапочек нету, ты приходишь без тапочек. Тапочки только для туалета. В душе стоит шампунь, гель для тела. С собой, в принципе, брать ничего не нужно. Так, если какой-то уход, ну, я беру с собой маску для лица и уход свой потом, который наношу, и дезодорант. Еще я беру одно полотенце, и оно у меня лежит в шкафчике, и я когда помыла голову, я прихожу, голову мою, вытираю им. Потому что пахнет потом, вот если вытерешься вот местным полотенцем. Как происходит скрабирование? Можно взять просто скрабирование сухой мочалкой. Я беру полное, получается, сухой мочалкой, потом скрабом, и потом маску на волосы еще. Сегодня была девушка, пришла такая женщина была, она прям такая женщина-банщица была. Она как начала сухой мочалкой меня шкрябать, так. Они, получается, ты ложишься, они тебя споласкивают водой и начинают сухой мочалкой по телу, ну, по всем местам, короче, тебя чистить. И она как начала, так, знаете, прям ты сразу такой чистый. А сегодня девушка другая немножко была, но она тоже хорошо, кстати, делала, не скажу, что плохо. Потом она мне... Ты вот так все поворачиваешься на спине, на животе, на боку, на одном, на втором. Потом она мне скраб нанесла, все, сделала такой легкий массаж со скрабом. И потом я еще говорю, мне маску на волосы. И я в этот раз под душем была, я голову не помыла сразу. Она пошла, взяла шампунь, помыла мне голову. И потом нанесла маску. Причем маску нанесла и сделала массаж головы. Так, причем классно. Вот шею она тоже так поразминала. Ну, так вообще хорошо. Все. Сказала, маска 10 минут. Ну, мы там своими делами занимаемся, там в хамам сходили. Можно посидеть там. Потом споласкиваешься, надеваешь пижаму и идешь на второй этаж, где вот эти все сауны, ходишь по саунам. Потом вот в ресторан ходили. Мы сейчас ходили в ресторан, потом в сауну пошли. Посидели там, поболтали. Так весело было. Вот и время наше пролетело. А вот с этой женщиной, с банщицей, такой смешной случай был в прошлый раз. Получается, мы пришли. Там есть еще одноразовые трусы, кстати. Вот забыла про них сказать. Я надеваю одноразовые трусы перед тем, как надеть пижаму. Потому что все-таки пижамы, не знаю, мне так комфортнее. И мы зашли. Хотя сегодня, кстати, девушки ходили в одноразовых трусах. Они даже в душевой шли. Я не знаю, в сауну ходили, нет, я как бы за ними не смотрела. Но и мы такие, получается, ищем эти трусы одноразовые. И кто-то что-то спросил, мы такие, ну, типа, трусы одноразовые. И, значит, эта банщица услышала и такая говорит, что вы ищете, типа? Мы такие, трусы одноразовые. Она такая, нет, нельзя, такая, знаете, прям запретила нам. Мы такие, ну ладно, нельзя, так нельзя, будем это ходить так. А потом... Там, получается, на скрабирование, когда приходишь, тоже там несколько кушеток, несколько человек, которые это делают. И по очереди, как бы мы заходили, я должна была вообще к другой девушке пойти, к молодой. Она меня такая увидела, такая говорит, нет, ты ко мне. Это как угроза какая-то звучит. Он, кстати, хорошо делал, мне почему понравилось. Я бы, мне кажется, но ее сегодня не было. Зато она хорошо так чистит. Вот так классно. Расслабляешься, конечно. Вот единственное, сегодня мне не понравилось вот эти хабалки, которые там сидели с пивом, орали на всю баню. Там они считали себя, наверное, это королевами. Считали, что это круто, как они себя ведут. А так, в принципе, было хорошо. Потом вот эта одна девушка, она сидела в сауне, пиво пила. Потом она пошла в бассейн с банкой пива. Залезла, дала своей подружке. Та подружка тоже выпила. Посередине такой пьедестал, там душевые. Тоже можно сидя мыться, можно по душу можно мыться стоя. И смотрю, уже 3 банки Асахи стоят. Ну, как бы у нас не разрешают все равно пиво пить в саунах. А так, думаю, что стоит сходить, если вы любите бани, сауны. Конечно, сходить можно. И это все недорого стоит. Я уже не помню, сколько мы заплатили. Мы на двоих отдали 118 тысяч. Плюс 33 я отдала за скрабирование. Если в будни идти, то дешевле. Вот что еще хотела сказать. В прошлый раз я с женщиной познакомилась, вот, которая мне про тапочки сказала. И она говорит, надо ходить по понедельникам и четвергам. Тогда это будут чистые дни. Вот именно в этом Энканто. Сегодня воскресенье мы сходили. Но я не скажу, что грязно. Волосы так не валялись. Постоянно в раздевалке ходила женщина, все мыла со шваброй. Вот воду вытирала, потому что ты из душевой идешь, весь мокрый. С тебя течет. Все. Так больше мне нечего рассказать. Если вам понравилось, пишите свои комментарии.
Все, буду с вами прощаться, уже идти домой. Всем пока.